Привет всем! Смотрите, какие у нас сегодня говяжьи голяшки. Мы их будем готовить. У нас сегодня, как вы могли догадаться по превью и по названию, небольшая коллаборация виртуальная. На самом деле это шутка. Тихон, если смотришь, привет. Тихон недавно у себя на канале выкладывал рецепт вот таких вот говяжьих голяшек. Готовил он их в афганском казане. Но кто смотрит все мои видосики, помнит, я недавно готовил утку в скороварке. И там был такой вот баттл в моей голове и вопрошение к подписчикам. Есть ли разница скороварка и афганский казан? Сегодня мы продолжим этот эксперимент и сделаем то же самое, что и Тихон, только в скороварке. В домашних квартирных условиях. Голяшки нам нужно посолить с двух сторон. Здесь по своему вкусу действуйте. Ну а также добавим свежемолотый перчик. У меня смесь 5 перцев. Вот таким вот образом. Вот так вот раз-раз. Переворачиваем. И процедуру повторяем. Дальше мы берем пшеничную муку. И нам нужно мясо вот так вот в муке обвалять. Нам нужно нашу говядину очень хорошо обжарить с двух сторон, не до готовности, а до хорошей золотистой корочки на сковороде. У меня закончилось вот прям внезапно растительное масло, поэтому я чуть-чуть отклоняюсь от рецепта и готовлю на оливковом. В это время мы берем репчатый лук и нарезаем полукольцами. На вторую сковороду также с оливковым маслом отправляем репчатый лук и начинаем его обжаривать. В это время на 4 части вот таким вот образом порежем грибы-шампиньоны. Лук у нас уже прижарился, такой вот он стал мягенький. В середине я освободил пространство и отправляю туда шампиньоны. В идеале нам нужно очень хорошо прижарить наши грибочки, чтобы они вот прям вот такие вот зажаристые, не вареные там, а зажаристые были. Но это идеальная ситуация. Если вы, конечно, как Тихон, будете на природе готовить, то там у саджа площадь больше, жар больше. Все намного интересней. Но здесь пробуем добиться такого же эффекта. Наши голяшки прижарились. Отправляем их на дно нашей емкости для мультиварки-скороварки. Вот таким вот образом укладываем. Грибы у нас прижарились, и как вы видите, они вот начали пускать уже сок. На этом этапе их нужно посолить немножко. Ну а также добавляем сюда сметану. Хорошо все перемешаем. И буквально вот в сметане минуточку-другую потушим. Отправляем соус к нашей говядине. Вот так вот сюда прям все это дело выливаем. Я добавил примерно 1 стакан воды в баночку из-под сметаны, чтобы смыть с нее остатки сметаны. И только что добавил в наш котелок. На этом, собственно говоря, все. Теперь мы берем нашу мультиварку, отправляем сюда котелок. Закрываем, обязательно закрываем клапан. Сразу я говорю о том, что это мультиварка, скороварка, которая готовит под давлением. Если у вас обычная мультиварка, под прошлым видео такие вопросы были, ну это будет не то. Нам нужно, чтобы у нас готовилось под давлением. То же самое, что и в афганском казане. Отсюда у меня, кстати, к вам вопрос. Если вдруг кто не смотрел видео с уткой, обязательно тоже посмотрите. Ссылочка в описании будет.
Что предпочитаете вы? Афганский казан, либо скороварку? Вот я считаю, что разницы вообще никакой нету в процессе приготовления. По мне, мультиварка-скороварка даже удобней. Единственное преимущество афган-казана — это то, что его можно использовать на природе. В остальном, как по мне, это просто бессмысленная вещь. Отправляем готовиться под давлением на 50 минут. Для меня прошло 50 минут, для вас вот такое вот мгновение, и мы стравливаем давление. В идеале, если вы не торопитесь, оставьте, чтобы оно само по себе вышло. Ну и как раз мясо или что вы будете готовить, у вас там дотонится, дойдет прям до совершенства. Но сейчас там тоже все идеально. Вы только посмотрите, какая тут бомба. Так вот. Опачки. Как говорится, божечки. Ну и сверху грибочки. Друзья, ну вот я вот правда не знаю. Вот напишите реально в комментариях, вот нужен афганский казан или нет. Если вы готовите дома, в квартире преимущественно. И особенно, знаете, когда общаешься с людьми, практически все хотят купить себе афганский казан. Задаешь вопрос, а есть мультиварка-скороварка? Большинство говорит, да, есть. Но я, говорит, не знаю, что в ней готовить. Друзья, зачем вам афганский казан, если у вас есть вот этот аппарат? Ну вот реально, зачем? Если нет, и вы готовите на природе, тут вопросов нету. В остальных случаях я не понимаю. Посмотрите вот на мясо. Видите, какое оно просто мягкое и офигенское. Попробуем кусочек мяса. Грибочек. Как Тихон и говорил, грибочек хрустит. То же самое. Мясо прям, знаете, такое атмосферное, энергичное, такой, знаете, у него привкус прям такой вот, прям насыщенный такой, прям вот богатый. Очень круто. Тихон делает вот так, а я сделаю вот так. Потому что это просто песня. Не могу оторваться, блин. Ну вот такой вот у нас прекрасный сегодня получился рецепт. Благодаря Тихону. Я, кстати говоря, в другой раз, когда буду это готовить, знаете еще что сделаю? Добавлю туда сырокопченого бекончика. Вот мне кажется, прям вот, знаете, вот такая легкая нотка копчения беконовая прям вот сыграет, прям вот очень сыграет. В общем, обязательно попробую в следующий раз с беконом. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите вот этот видос, подписывайтесь на Тихона и вам пока-пока!